Шри Ауробинда. Завершение этапов эволюции обычно отмечается мощным обострением всего того, что должно выпасть из эволюции. Смотрите, эволюционный кризис всегда, или духовный кризис, эволюционный или духовный кризис, это равнозначно, всегда сопровождается мощным обострением всех противоречий, имеющих место во всей эволюционирующей системе. Сегодня видите, что на Земле происходит? Обостряется все абсолютно, на всех уровнях. Это эволюционный кризис, это духовный кризис. То, что предшествует каким-то грандиозным катаклизмам, событиям, которые призваны изменить мир. Это уже не что-то локальное, там в России революция, еще где-то революция, на Кубе. Это общий кризис. Система вся завибрировала. Как есть в авиации, так сказать, вот, когда самолет, прежде чем сорваться в штопор, он начинает вибрировать, вот эта грубая тряска. Вот сегодня это грубая тряска, потом что-то будет. Все грубо, трясется, вибрирует. На всех уровнях. То есть, что касается земного человечества, то оно без сомнения сегодня пребывает в критическом состоянии, которое затрагивает все сферы его деятельности. И самое очевидное из сфер – это выход на поверхность деструктивных воинствующих сил, которые стремятся посредством кровавых вооруженных конфликтов и всеобщего предапокалиптического психоза сломить сопротивление растущих сил света. Свет давит, силы, которые противятся исчезновению света, они, в общем-то, находятся в состоянии агонии. Вот какое время сегодня. Радуйтесь, какое время вы живете. Вполне правильный процесс происходит. А? Вполне правильный процесс происходит. Ну, конечно, правильно. Ты думаешь, что неправильно? Я никогда не сомневался, что все процессы правильные. Даже когда меня сильно били. Все правильно. И в нынешнее время, как точно подметил Паисий Святогорец, каждый человек сражается либо на стороне Христа, либо на стороне его противника. Вот время, когда определяется, кто есть кто. Вот в этом есть и прогресс в земном человечестве. Прогресс. Разделились четко люди на тех, кто за, и на тех, кто против. Все. Вот это прогресс. А вы ждете прогресс там в генетике, в науке, в смартфонах. Ну не будьте этими самыми генетическими дебилами. Не в этом дело. У Господа своя задумка относительно нас с вами, поэтому полезно ее знать. И соответствовать времени, в котором мы живем. Так что сегодня остается только заострить духовный меч и встать в ряды воинов-спасителей. Больше ничего. Духовный меч поднять, заострить и все. Сатпрем. Похоже, есть немало молодых людей, открытых и воодушевленных, которые видят новую возможность, тогда как есть и другая школа, много практиковавшая строгие дисциплины, верящие в достоинство всевозможных дисциплин. Эти люди говорят: нет, не может быть, чтобы это было так просто. Вот о чем он здесь говорит. Он говорит о том, что видеть новую возможность сегодня, духовной реализации, это венец духовных исканий. Старые методы, все те трудоемкие практики, они себя исчерпали. И сегодня метод самый простой. Доверься божественной силе, она все сделает за тебя. Что проще-то? Полное доверие в смирении. Готов принять от тебя все, Господи, по человеческим меркам самое ужасное и плохое. Веди меня, я готов.
Ну кто же откажется от своего, как вот сдаться какой-то силе? Когда говоришь, что истинная свобода только тогда, когда воля единая и божественная в тебе, а тебе кажется, что истинная свобода, когда ты волен выбирать и это или то, у тебя есть всегда выбор, но мы выбираем всегда либо плохое, либо очень плохое. Мы никогда правильное не выбираем, у нас это не получается. У нас миллион вариантов всегда, как нам кажется, свобода выбора. На самом деле выбор без выбора, вот тогда ты свободен. У тебя голова не болит, что выбирать, ты просто выбираешь, делаешь или говоришь. Вот я вчера говорил о человеке, который спросил меня, говорит: Александр Васильевич, а как понять вот воля Божия? Я говорю: а ты, когда что-то решаешь или там какая-то проблема, ты думаешь вот так поступить? Да нет, говорит, я просто делаю. Все. Выбор без выбора. Вот тогда вы свободны. У вас много свободного времени, голова не занята глупостями, как поступить. Понятно? И вот для того, чтобы сегодня человек действительно осознал, что же ему делать и как ему делать, он должен получить правильное, с позиции нынешних всеобъемлющих знаний о божественной эволюции, правильно получить духовное просвещение. В первую очередь это касается молодых людей, которые так и не определились, в чем состоит смысл их собственного существования, в чем состоит смысл существования человечества в целом. Это же главный вопрос. Вот только духовно слепой, да, может это не замечать. Но если у вас есть хоть капелька духовного таланта, вы задаете этот вопрос. Ну для чего я живу? Чтобы умереть, да, состариться и заболеть? Ну бессмысленность какая-то, ну родил ты детей, да, написал какую-то книгу, там, симфонию, 6-ю, 7-ю, 18-ю. Ну и что? Кому это нужно? Кроме тебя. И кучки каких-то слушателей, клокеров, которые говорят: это гениально, это замечательно. Никому, кроме тебя, эта ерунда-то не нужна. Ты думаешь, она тебя бессмертит? Понимаете? А что касается приверженцев разных древних, строжайших духовных дисциплин, аскетических особенно, они представляют сегодня собой лишь некую историческую или музейную ценность. В музее их можно поместить, посмотреть, как там старинные пушки, автомобили, да. Ну вот эти практики, всякие разные, восточные и прочие. Ну все это музейная ценность, не более того. И вот тем людям, которые никак не могут уяснить, что вообще-то взаимоотношения с Богом должны быть очень простые, могут быть простыми. Им кажется, что вот духовность или что, то, что они подразумевают под духовностью, должна достигаться неимоверными йогическими, тантрическими, там, аскетическими, медитативными практиками, трудом непомерным, тяжким. У Господа все легко и просто. Вот я с самого начала просто попал в эту стихию, где все было радостно. Каждый день давал мне открытие. Радостно, все. Все вокруг, вот в то время, 90-е годы, все вокруг хреново, все вокруг плохо, все падает, самолеты падают, я работаю, тружусь. И у меня радостно, потому что я вот в той самой струе, которая живительной, которую я вот открыл, и все, больше я ничего не знаю, мне не нужно больше ничего. Я начал жить со смыслом. То есть в жизни появился смысл. А так жизнь бессмысленна, просто бессмысленна. Ну, огурчики, помидорчики, вкусная там котлетка, ну и что? Но сейчас котлетка ничего, на утро изжога, организм рассыпается, понимаете? К врачу надо идти, гастроскопию делать, колоноскопию, там еще что-то. Вы понимаете? Вот какое-то мелкое все, вот, в смысле забота. А мелкое как раз уводит от главного, заметили? Вот оно уводит от главного. Ты ковыряешься, ты вроде ничего. О главном не думаешь, не о главном. Ты не знаешь даже, что это главное.
Вот я вчера уже говорил, мы думаем, что вот смерть с кем-то случайно встречается из соседей. Вот они умирают случайно как-то, там на работе где-то, но мы-то не помрем случайно. Это как несчастный случай с кем-то. Нас не касается это. То есть мы вроде бы в вечности. Ну, иллюзия у нас такая. Видите, как интересно все. И по мнению людей, которые действительно являются теоретиками могучими духовной жизни, правильное или истинное должно быть очень сложным. Вот очень сложным, вот неимоверно сложным. На самом деле все не так. Правильное, оно абсолютно легко, воздушно. И не случайно Сковорода, помните, Григорий сказал, что, к счастью, Бог сделал мир, к счастью, что в этом мире все, что сложно, не слишком нужно, а то, что нужно, не слишком сложно. Вот и все. Это правильные слова. К счастью. Только надо в этом разобраться и принять на вооружение. А когда ум замолчит, там и сложностей нет. Сложности в уме возникают. Сатпрем. Эти люди, верящие в силу медитации, в силу строгой аскезы, разного рода дисциплин и тому подобное, в то, что нужно прикладывать огромные усилия, так что чем больше усилий они уже приложили, тем больше они шокированы непосредственной вещи. Так вот, о чем он здесь говорит. Люди, которые верят в могущественную силу разного рода практик йогических, медитаций, строгой аскезы, длительных постов и прочих трудоемких дисциплин, требующих больших личных эгоистических усилий, именно эгоистических, они взращивают в себе огромное витальное эго. Я духовный делатель. Я использую практики. Я не случайно вам вчера говорил, вот и я постоянно об этом говорю, что если вы до сих пор медитируете и молитесь, то ваше эго этим занимается. Вы взращиваете эго. Оно молится, оно медитирует, ему что-то не достает. Понимаете? Вот когда у вас все в порядке, вы не можете сказать-то ничего. Надо вам молиться, медитировать. Зачем? Вам не надо ничего. Потому что у вас все в порядке. То есть вы вернулись домой. А дома надо просто жить. Дома-то. Да? Вы иногда возвращаетесь откуда-то, да, в напряженке, там, в какой-нибудь командировке, где-то были на людях, пришли домой, разделись и просто живете. Так или не так? Вот дом надо просто жить. Так что дома вы вряд ли молитесь, медитируете, а просто живете. Понятно? Даже можно вкусно поесть, но не делать культа из этого. Почему не поесть вкусно? Ну, если есть что-то такое. Ночью не побежите за вкусным, но если что-то в холодильнике есть, то все вкусно. Яичницу пожарили, посолили после приготовления, да, и вкусно. И вот эта простота духовной жизни, достижений духовных, она, в общем-то, многих отпугивает. Представляете, сколько неимоверных трудов, следуя рекомендациям древних монахов, аскеты, проделывали истинные духовные подвижники. Да, тот же Серафим Саровский, тот же Паисий Святогорий. Сколько они вреда здоровью с молоду нанесли. Вот этим трудоемким, мученическим, аскетическим практикам, угнетая живую жизнь. Они потом признавали, что надо идти срединным путем. Понимали, но уже не вернуть. И не рекомендовали новоначальным монахам вот заниматься тем, чем они занимались сами с молоду. То есть, не пройдя большой путь, они разобрались вообще-то, что делали не то, но соблюдали древние заветы. Видите, как традиция, она не всегда революция. Духовная революция – это не есть следование традиции, мертвой традиции. И Кришнамурти не зря говорил, у него есть эта работа, да, традиция и революция. Вы должны быть революционером духовным.
Вот сегодня такая возможность появилась. Вы на аскетов не похожи, я понимаю. Вот ты явно не аскет, да, а много чего происходит интересного. Ты молчишь, знаешь, да, чувствуешь. Но не аскет ведь. Кушаешь нормально. Ну, все в порядке. И возраст тут не помеха, неважно, с какого возраста телесного вы начинаете духовную реализацию. Неважно. Впереди вечность, я вот не устаю это повторять. Вот стартовые позиции. Душа возраста не имеет. Все. Если что-то сейчас не доделали, доделайте, потом, неважно. У Господа не бывает так, чтобы Он вас не заметил при искреннем вашем стремлении с Ним воссоединиться. Обязательно отметит. Труды даром не пропадают. Духовные в нужном направлении, они не могут пропасть. Сатпрем о расколе в ашраме. В ашраме существовала небольшая группа интеллектуалов, вообще выделено интеллектуалов. Интеллектуал – это самый супер бездуховный человек. Супер бездуховный. Ну, такие интеллектуалы, ну, махровые. Знаете махровых интеллектуалов? Вот я был интеллектуалом, но понимаю, что не махровым. У меня что-то было и другое, помимо этого. Вот. Так вот, в ашраме существовала небольшая группа интеллектуалов, которая после ухода Шри Аурабинда долгое время отказывалась признавать мать. Это та группа, сейчас очень влиятельная, никогда не признававшая мать, кроме как на словах, предпочитая прятаться за философского Шри Аурабинда, тогда как мать вынуждала их или хотела вынудить делать практическую йогу. Практически им не надо ничего. Ничего не надо. Так вот здесь Сатпрем обнажает явное отсутствие духовного единства в ашраме Шри Аурабинда. В ашраме, не в Ауравиле. Ауравиль – это вообще помойка. Ашрам – это вроде бы, но святое. Это то, что основано было Шри Аурабинда под его эгидой, со знаменем, с флагом, с портретами, с курениями, там, с запахами там, на могиле. Вот. Понимаете? Ну, святое место. И вот эта группа интеллектуалов, она принимает только философского Шри Аурабинда, рассуждая о его работах на духовные темы. Можно до бесконечности рассуждать, болтать, создавать дискуссии, там, диспуты, приезжать, уезжать, по миру это все разносить, но никакой практической реализации. Мать их все пыталась склонить, но бесполезно. Махровый интеллектуал не может заниматься практической работой. Потому что интеллект уже полностью поглотил, если она и была духовная составляющая, полностью ее поглотил. Вот как интеллект пожирает душу. Вот сегодня высокоинтеллектуальные люди, вот их по телевидению показывают, с отсутствующим взглядом, они где-то вот не здесь. Очень умно говорят, ну как роботы говорят, души никакой. Вот они выступают, какие-то, так сказать, там беседы проводят, отстаивают какие-то свои точки зрения. Можно подумать, что у них есть какая-то точка зрения. Там, ну, не буду говорить. Так вот, интеллектуалы удовлетворялись в основном чтением и обсуждением фундаментальных философских трудов Шри Аурабинда, что я категорически не рекомендую новоначальным нашим. Не обращайтесь к этим трудам. Интеллект засосет. Я читал его работу тогда, когда у меня уже интеллекта не было. Когда я уже имел просвещенное, так сказать, сознание, которое фильтровало все и не могло ничем увлечься, поскольку все открытия мною делались уже не из книг, а изнутри. Вот было для меня полезно. Я кое-что там, ну, для себя модельно сформулировал.
мне было понятно, но не был увлечен именно чисто философской стороной, потому что философия меня уже мало интересовала, но он пытался все-таки философским, интеллектуальным языком говорить о духовных проблемах. Но человек, который не имеет того органа, который способен понять, о чем идет речь на уровне вибрации, он, естественно, только философскую составляющую для себя выделял, и вот с ней носился, как курица с яйцом. Вот и все. Никакой духовной реализации речи быть не могло у этих людей. И сегодня подавляющее большинство поклонников Шри Аурабинда, я называю их поклонниками, да? Поклонников Шри Аурабинда продолжает заниматься интеллектуальными изысканиями. Аурабинда называл это интеллектуальным алкоголизмом. Он назвал это меткой, вот они занимаются именно этим. Интеллектуальным алкоголизмом. То есть насыщаются философскими составляющими, по их мнению, очень важными для духовной реализации, то, что они извлекают из работы Шри Аурабинда. Сатпрем по поводу откровенно провокационного письма одного человека. Цитирую. «Вы обладаете удивительной дерзостью заявлять, что у Шри Аурабинда не было ключа йоги сверхчеловека, а его интегральная йога делает ментальный пузырь более изысканный. Вы забываете, что именно благодаря ему стала возможна супраментальная йога, что именно он ее подготовил, именно он заставил не зайти огромный поток нового сознания, так что вместо того, чтобы искать божественную истину вверху, люди могут жить ею и быть здесь, с ней на каждом шагу». Так вот, отсутствие правильного понимания, я прокомментирую это, да, того, к чему Шри Аурабинда призывал своих учеников, приводит к тому, что его нерадивые последователи и поклонники действительно раздувают ментальный пузырь. Вместо того, чтобы он замолчал, они ментальными своими инсинуациями, они его раздувают, они, так сказать, до беспредельности раздувают ментальную составляющую человеческого сознания, но Аурабинда-то говорил не из ума, он просто формулировал интеллектуальным, так сказать, составляющей духовные переживания. То есть им это неведомо, по сути, они вот односторонне воспринимают его как величайшего, глубочайшего философа. Все его эти йоги практически, все это полная ерунда. Так они говорят. Что надо не и на это обращать внимание, а именно только на философию. Они очень аккуратно его, ну как это называется, обрезали. Аккуратно обрезание сделали и все. Так же как в Евангелии, да, сейчас по умолчанию, Евангелие переписано по умолчанию, то есть не говорят о главном, а говорят вот о том расхожем, простом и легеньком. Никто не говорит, что ты должен стать совершенным, как совершенный Отец Небесный, например. Что Бог есть Дух, а поклоняться ему надо в Духе, в истине. Да? По умолчанию. Об этом не говорят. Задашь вопрос, тебе скажут сразу, одернут резко, потому что ты вторгаешься не в ту область. И все. Очень просто это делается. Вот так же и поклонники Шри Аурабинда. Примерно так же, как и церковники сегодняшние. Взяли, отрезали, обрезали, как удобно. То есть кастрация духовная. И больше ничего. А именно Шри Аурабинда впервые, предельно ясно, я могу сказать, обосновал и озвучил идею, что истину надо искать не где-то в заоблачных нирванических высотах, а здесь на земле, в бренном физическом теле. Он ясно это сформулировал. И сказал, как, через посредство чего это делается. Но этого в упор не видят, потому что они не хотят видеть. В силу духовной неполноценности и гипертрофии интеллекта. Шри Аурабинда. Духовная жизнь для многих означает медитацию. Пока эта нелепость не будет искоренена из человеческого сознания, супраментальная сила всегда будет испытывать значительные трудности, не быть поглощенной в темноте человеческого мышления, которое не понимает вообще ничего. Он резко высказывается и абсолютно прав. Ведь подавляющее большинство духовных искателей,
особенно молодых, не могут представить себе духовную работу без пожизненной эксплуатации каких-либо практик. Не могут. Будь то медитация, ну, естественно, как восходящая медитация, да, будь то словесная молитва, что одно и то же, да, или что-то еще. Но пожизненно надо это эксплуатировать. Каторжным трудом добиваться каких-то результатов. Каких никто не знает, не понимает, потому что результатов никаких нет. Есть просто пожизненная эксплуатация метода. Ясно? Эго эксплуатирует метод, но для того, чтобы были результаты, эго должно умаляться. Оно, наоборот, гипертрофируется, оно укрепляется, я молюсь, я иду. То есть вот остается иллюзия духовной жизни, иллюзия. И люди попадают в эту западню, особенно молодежь. Я вот такой вижу, такой крепкий, медитирующий, явно там лоб расшибет, заставь молиться. Мог и молитвой заниматься, неважно, но медитацией занимается. Также можно и молитвой заставить заниматься, тоже будет лоб об кафель бить. Нет гибкости, нет творчества. Метод используется на время установления контакта с той силой, которая всю работу за вас делать будет. И вы будете уже не иждивенец, а в сотворчестве с божественной силой воять себя. А так вы иждивенцы, у Бога все просите, дай. Это неправильно. И в русло божественной эволюции должно быть вовлечено и физическое тело. Именно физическое тело должно породить новое, бессмертное начало. А метод и практика не позволяет, вот пожизненная эксплуатация метода и практики, не позволяет этой силе добраться до самых глубин телесной материальности. Потому что вы блокируете поток, блокируете практиками. Понятно? Он бы должен работать свободно и делать то, что он должен делать, чтобы вы ему не мешали. А вы его сбиваете, вам надо молиться, вам надо медитировать. То есть нет работы трансформирующей потока, он блокируется вашим вмешательством эгоистическим через посредство практик, которые на время должны быть использованы для установления стойкого контакта с этим потоком. Ясно или не очень? Вот в этом и заключается творческая работа на пути сознательного. Творчество, вовремя убрать это, остановить это. Понятно? Вовремя. Но не зарываться, глупости не делать. Тут уже практика бдительности. Это не молитва, не медитация, а просто ловить на входе те глупости, которые пытаются у вас реализоваться. Или когда вы выходите в состояние ровности эмоциональной. Это не молитва, не медитация. Это бдительность, она постоянная должна быть. Эта практика, в принципе, она на долгое время. Но она должна остаться. Я это практикой даже не называю. Это просто бдительное сознание. Сознание должно быть бдительным. Сатпрем. Когда мы прикасаемся к божественному, истинно божественному, духовные высоты кажутся бледными. Так что нет никакой необходимости быть супер-йогом, чтобы войти с этим в контакт. И те, кто нашли нирвану или что-то там еще, не продвинулись ни на сантиметр, чтобы прикоснуться к истинно божественному. Потому что путеводная нить к этому находится вовсе не наверху или снаружи, а в нашей собственной маленькой способности нашего сердечного пламени. Так что все эти йогические и оккультные фокусы с улетами в нирвану или астральными путешествиями, с выходами из тела, они ничто по сравнению с чудом обретения новой жизни, супраментальной. И это чудо открывается нам в процессе реализации пути сознательной духовной эволюции. Поэтапно, постепенно мы входим в эту новую жизнь. Вот. А все начинается, здесь справедливо говорит Сатпрем, с возгорания стремления в нашей истинной сущности. То есть вот то, что мы несем в душе как духовный талант. Если этот талант пробудился, то сердечное стремление пытается вывести на вас через кармический закон, через посредство кармического закона, вывести вас на магистральную линию духовной реализации.
Вот. Если у вас сердечное стремление еще в полной мере не пробудилось, а там что-то тлеет, то тогда через посредство практики молчания ума у вас открываются над макушкой входные ворота, и нисходящий поток в периоды молчания ума, в периоды вашей, так сказать, практической реализации вот того, что можно назвать молитвенной практикой или молчанием ума, этот нисходящий поток разжигает сердечное стремление. Да? Если оно у вас недостаточно, оно может быть инициировано этим потоком, который в молчании ума мы устанавливаем. Ясно? Даже при недостаточности сердечного стремления мы можем в молчании ума через посредство этой практики пробудить стремление. Это тоже очень важно. И когда контакт устанавливается с нисходящим потоком, тогда и оставляется метод. Потому что добавлять, усиливать поток не имеет смысла. Поток, он должен быть таким, каким он есть. Он сам, так сказать, регулируется не нами. А если мы форсированно будем нагнетать этот поток, продолжать все время смотреть на кончик носа, да, то там можно и повредить друг другу. Понятно? Открыли поток, не мешайте ему работать. Просто живите. И не делайте глупостей. Что такое глупости, наверное, не надо говорить. Об интеллекте и супраментальном сознании, мать. Возможно, вас обманывают слова. Возможно, из-за того, что мы называем это супраментальным, мы ожидаем достичь его через высшую интеллектуальную активность ума. Но на самом деле все по-другому. Посредством этой очень высокой, очень чистой, очень величественной интеллектуальной активности ума приходит скорее к некой холодной и немощной абстракции, к ледяному свету, очень далекому от жизни, и еще более удаленного от переживания божественной реальности. Так вот, типичное заблуждение интеллектуалов, которые вроде бы стремятся к духовности, да, интеллектуалов, которые упиваются филигранной работой своего ума, типичным заблуждением является то, что именно это утонченное качество их сознания, знаете, утонченный интеллектуализм, они считают вершиной божественного присутствия. Вот оно божественное. Утонченный интеллектуал, он считает, что вот он достиг этого. Вот. И, соответственно, картина окружающего мира, видимая сквозь призму эгоистичного интеллекта, а интеллект, он всегда эгоистичен, понятно, наверное, он исключителен во всех отношениях. Так вот, картина окружающего мира представлена в холодных, леденящих тонах. И нет ни капли божественного тепла, любви и искреннего сострадания. Холодный интеллектуал считает, что он вершина божественного творения. То есть ум – это как бы то высшее, что дал нам Господь, а когда говорят о том, что надо превзойти ум и что его нужно остановить, они, естественно, смотрят на тебя как на дурака. Ну и пусть смотрят. Смеется тот, смеется последним, да? Это не зря сказано. Пусть смотрят, пусть улыбаются. И обретение супраментального сознания, нового сознания, невозможно при сохранении интеллектуальной активности. То есть вы, по сути, раздуваете, не вы, а те, кто думает, что в этом главное, да, интеллектуалы, они раздувают ментальный пузырь или интеллектуальный пузырь. А это является главным камнем преткновения для духовной реализации. То есть люди, которые вознамерились войти в божественную жизнь с черного хода, ничего там не получат. С черного хода туда не войдешь. Так что надо оставить ментальную активность, только тогда вам откроется то, что находится за пределами интеллекта. Кант об этом говорил, все-таки был величайший философ, да, он говорил, что там вот должно быть что-то. Вот я дошел до предела, но там должно быть что-то. Он искренне об этом говорил, Кант.
Он же не мог ум остановить, но понимал, что это не предел. Значит, душа какие-то сигналы подавала. И вся великая немецкая философия, она все-таки подразумевала нечто за пределами ума. Что там должно что-то находиться. В смысле познания. То, что умом невозможно познать, должно быть где-то за пределами. Поэтому придумали там Бога, ну, просто придумали. А что он собой представляет? Что это такое? Ну, это был вопрос. Так что остановите ментальную активность, и тогда вы способны познать то, что действительно находится за пределами нашего интеллекта. А там много качественного иного, там много очень неожиданного, завораживающего, интересного. Много чего, что уму непостижимо. Вся эта духовная жизнь психического существа и всего нашего нынешнего сознания, которое обычному сознанию кажется столь теплой, столь наполненной светом, столь чудесной, столь светлой, что же, все это великолепие кажется бедным по сравнению с великолепием нового мира. Вот она здесь подмечает одну важную вещь. Вот духовная жизнь с момента рождения истинной сущности нашей или психического существа действительно разительно отличается от обычной человеческой жизни. То есть ты открываешь в себе светильник духа некий, да, который видит жизнь из этого центра, ну, своим собственным взглядом. И наоборот, все, так сказать, ценности этого мира переворачиваются. То есть понимаешь то, что люди ценили, ценят и боготворят вот с человеческой точки зрения, что это полная ерунда. Это духовная жизнь. Но она говорит, что сама по себе духовная жизнь, она все-таки промежуточна между обычным эгоистическим сознанием и сознанием божественной индивидуальности. Вот когда ты через посредство психического существа отождествляешься с божественной силой как следующий этап духовной реализации, ты становишься частью всеобщего божественного. Не индивидуум, несущим в себе божественный свет, а частью всего божественного. Это разительно отличается от духовной жизни в истинной сущности. Вот это она блестяще вот об этом говорит. Это действительно совершенно иное состояние, совершенно иной мир, в который ты попадаешь. Ты становишься частью всего, не теряя индивидуальности. А так индивидуальность была, духовная индивидуальность, но она все равно индивидуальность, я бы сказал, не эгоистическая, но суженная такая, понимаете? Поэтому люди очень просто после духовного рождения раздувают свое духовное эго. Они исключительно, они видят все по-другому, в отличие от всех остальных. И вот это духовное эго не дает им дальше продвинуться. Не дает обрести жизнь вечную. И таких духовных эгоистов, вот после духовного рождения мы видим и падение стремительное. Вот просто падают люди в никуда. Есть такие примеры, к сожалению, но они есть. Безусловно, родился в духе, вот оно. Но надо дальше продолжать. Не упиваться этими результатами того, что все у тебя изменилось, что все видишь в другом свете. Ты должен искоренять эгоистические все свои позывы. А это учить, лечить, там, врачевать, заслуги иметь, чтобы тебя уважали за твои достижения духовные. Все это должно быть превзойдено. Вот тогда будет продвижение дальше. И тогда действительно новая жизнь, жизнь в отождествлении с Божественным, она разительно отличается, я же не говорю от эгоистической, от духовной жизни, жизни в истинной сущности. И сама ваша жизнь уже протекает в режиме, я уже говорю об этом, да, неоднократно, сверхсознательной психической деятельности. Это то, что действительно в спонтанности рождается все, ваша речь, ваше поведение, все ваши действия, выбор без выбора. Вот. Действительно чудо. Я уже настолько другая личность, говорит мать, что не помню свою прошлую жизнь. Впечатление чего-то принадлежащего кому-то другому. И это совсем курьезно. Все это кажется мне, словно бы я говорил о ком-то другом. Нет ощущения, вовсе нет ощущения этой личности. Как кто-то чью-то историю жизни я хорошо знаю. Вот и все. Но это действительно
удивительное состояние, потому что в новом состоянии сознания ваше прошлое становится для вас чем-то чужим. Я это называю своя чужая жизнь, моя чужая жизнь. Вот. Ибо его, это прошлое, проживал человек под вашим именем, но совершенно другим сознанием. Это была другая личность, абсолютно другая с психологической точки зрения. То есть, если вас протестировать в вашем эгоистическом статусе, вот эти самые тесты, да, психологические, то в новом статусе это будет крайняя степень сумасшествия или шизофрения. Понятно? Потому что это будет совершенно другая личность, абсолютно никак не способная совместиться с тем, кем вы были до того. Никак, вот ни по каким параметрам. То есть абсолютно другой человек. Так что если бы психолог удосужился протестировать вас вслепую до и после, то он бы ни за что не признал, что это один и тот же человек. Ну никак, вот не получилось бы. Понятно? Ни за что. Вот это больной, сумасшедший, но это не один человек. Бывает так, один человек изменился, там что-то изменилось, но это один человек. А тут вот вообще просто другой человек. Абсолютно другой человек. Вот. Личность, лишенная эго, при психологическом тестировании будет соответствовать психически нездоровому человеку. Это точно. Потому что ты же не будешь думать над глупыми вопросами, там их много, там 400, есть 600, разные эти самые вещи, да? То есть не будешь ты думать, как вот ты отнесешься к нелюбимой теще, когда она приготовила тебе вкусный обед, например. Как ты будешь к ней относиться? Я что, сумасшедший, буду думать, как я к ней относиться буду? Я просто поставлю галочку и все. Не знаю, как там, хорошо, плохо, просто вот пустая клетка, их 3, я в одну воткну, читать даже не буду. Понимаете? А люди-то думают, как вот получше бы ответить, как я, вот если я скажу, что плохо, ну, то как-то нехорошо, как нейтрально. И вот сидят и думают, боже мой, ну, можно же обалдеть. Тестируется эго человеческое, но никак не душа. К душе вот то, что по тестированию определяется, отношения никакого не имеет. Понятно? Эго тестируется. А эго изворотливое, хитрое, там столько всяких деформаций. Те, у кого есть вот хоть капелька души, они кажутся простыми и совершенно, ну, вот, по тестированию. Они какие-то, ну, там, недоделанные. Но это самое, наверное, ценное. Ума меньше, а больше, наверное, того, что все-таки от души идет. Но душу не протестируешь как таковую. Ее невозможно, потому что не придумали тестов таких, только вибрации. Вот. Радиоволна. Вот. А что касается памяти прошлых событий из вашей, как бы, чужой жизни, то она сохраняется. Вы помните эти события, да? Но это не несет в себе никакого психологического груза или содержания. Не несет. Просто память есть о событиях, но психологически она никак на вас не давлеет, не влияет и не отзывается. Их нет, этих вот психологических, вот, психологические аранжировки прошлого. Она просто исчезает. И прошлая ваша греховность, она, безусловно, была, она уже не ваша, а того человека с другим сознанием, который долгое время существовал под вашей вывеской.